Привет, ребята! Это Наташа. Вы, наверное, заметили, что меня некоторое время не было на ютубе. Это потому, что я была в отпуске. Я вместе с семьей отдыхала. Мы вместе отдыхали. И я решила, что сегодня не стоит нам сразу же браться за серьезное, а давайте-ка мы лучше с вами поболтаем. Я вам расскажу, где и как я отдыхала. Оставляйте комментарии, если вам нравится такой формат видео. Тогда мы будем с вами чаще болтать. Также, если вам не нравится такое видео, то тоже пишите в комментариях, потому что мне очень важно знать ваше мнение, ведь видео я делаю для вас. Мы не ехали в Турцию, и мы не ехали в Испанию. Нет, мы не ехали отдыхать в теплые края. Мы ехали навестить моих родителей, мою семью. Некоторые из вас уже знают, что я родилась и выросла в Литве. Мои родители родом из Беларуси. Они переселились в Литву незадолго до моего рождения. Тогда еще существовал Советский Союз, и Литва, а также Беларусь входили в его состав. Так что можно сказать, что мои родители просто двинулись немножко на запад. Кстати, скажу по секрету, что мои родители только недавно, буквально сейчас, начали понемногу учить литовский язык, и то благодаря своим внукам. А раньше у них как-то не было особой мотивации учить литовский. Вы спросите, как это возможно? Как они смогли прожить столько лет в Литве, не зная литовского языка? Видите ли, в восточной части Литвы очень много носителей русского языка. Особенно люди старшего поколения, те, которые получили образование в Советском Союзе. Они очень хорошо говорят по-русски. И вот у моих родителей никогда не было проблем. Если им надо было прятать какие-то документы, то они шли в институцию и там все равно находили кого-то, кто хорошо умеет говорить по-русски. Также вот в магазинах все, мне кажется, кассиры умеют говорить по-русски. И все наши соседи умеют хорошо говорить по-русски. Когда Литва выступила из Советского Союза, русский язык утерял свою популярность. Молодые литовцы предпочитали учить английский или немецкий, а не русский язык. Но сейчас мне кажется, что русский язык опять становится популярным, и это меня безумно радует. Зачем я вам все это рассказываю? Просто я хочу, чтобы вы знали, что, умея говорить по-русски, вы можете ехать в Литву, и у вас там не будет особых проблем. Вот если вы будете в Вильнюсе, это столица Литвы, и вам нужна будет помощь, например, вы будете искать какое-то место, не будете знать, как его найти, то вы можете спрашивать у прохожих. Я не говорю, что каждый литовец говорит прекрасно на русском языке. Нет, это не так. Но я думаю, что каждый третий прохожий в Вильнюсе точно сможет вам хоть кое-как ответить на русском языке. Но если вы знаете английский и русский язык, то в Вильнюсе у вас точно не будет никаких проблем. Так что приглашаю, приезжайте в Вильнюс. Я хочу, чтобы вы знали, что, зная русский язык, вы можете ехать не только в Россию, но также и в другие соседние страны, и вы будете себя чувствовать там комфортно, потому что много людей говорят по-русски там. Я имею в виду такие страны, как Беларусь, Украина, там точно много людей говорят по-русски. Вот Литва, Латвия. В Эстонии, мне кажется, не знаю, как в Эстонии, но в Латвии точно будет легко говорить по-русски, потому что в Латвии, кажется, 50% населения русскоязычные. Не кидайте в меня камни, латыши, если я соврала нечаянно. Ладно, как-то уж очень я отошла от своей темы. Так вот, мои родители живут в Литве, а я уже некоторое время живу в Нидерландах. И последний раз я навещала своих родителей 3 года назад. Вы представляете, как я соскучилась вообще по семье, по Литве, по друзьям своим? План был таков. Поехать к моим родителям, они живут в деревне, и остаться там дольше, чем на 1 неделю. Этот план очень пугал моего мужа-голландца, потому что он так любит свой удобный диван, свой большой телевизор, быстрый интернет. А тут мы едем в деревню, в дом, где нет интернета, где стоит только маленький телевизор, и тот показывает только русские, украинские и литовские каналы. Да, он не был в восторге. Он постоянно говорил: «Здесь нечего делать, я сойду с ума». Но мне нужен был такой отдых.
потому что я заметила, что я стала очень зависимой от интернета. Я с утра до вечера сижу и пялюсь в экран своего компьютера. И мне кажется, что это, неправильно, это нехорошо. Также я хотела такого отдыха для нашего сына. В деревне детям так хорошо, там много места, там мало движухи, потому дети могут бегать всюду, куда захотят, кругами. Вот Леон так и носился с утра до вечера. Он там все бегал. И я поражалась, смотрела на него, я думала, все, в обед, вот в первый день, когда мы приехали, я думала, в обед он заснет таким сном, что мы его не разбудим больше. Ей-богу, я думала, он уже будет тогда до ночи спать в обед. Но он даже не заснул в обед. Представляете, он проснулся где-то в 8 часов, как начал там бегать, и заснул, наверное, только в 11 вечера. Так что да. Так вот, и у нас еще там спокойная улица, очень спокойная улица, там проезжает за день, может быть, только 5 машин, и все. Потому он мог играть вместе со своими двоюродными братьями в футбол, прямо на дороге. Также у моих родителей есть конь, корова, собаки и кошка. Леон мог за всеми ими наблюдать. А сколько же радости было, когда коня запрягли в телегу, и мы могли все вместе покататься в этой телеге. Да, это был отдых от современной суеты, от излишества информации. Это была природа, свежий воздух, баня. Я даже свой телефон не доставала, телевизор тоже не смотрела. Но вообще-то телевизор я уже долгое время не смотрю. Я просто сидела на улице на лавочке, разговаривала со своими родителями, сестрами, со своим братом, наблюдала за играющими детьми, ходила в сад, ела вишню прямо с дерева и малину прямо с куста. Мы также ездили на озера, в Литве очень много красивых озер, ели шашлыки по вечерам. Ах, было хорошо, было так спокойно. Кстати, я ждала этого отпуска еще по одной причине. Это было много первых раз для Леона. А вы знаете, очень забавно наблюдать за детьми, когда они видят что-то или испытывают что-то впервые. Так вот, Леон первый раз в своей жизни летел на самолете, впервые ехал на автобусе, а он так любит автобус, очень любит песню The Wheels on the Bus. И еще мы специально для него ехали на поезде. Да, ему понравилось, а мне очень понравилось наблюдать, как он весь такой с горящими, блестящими глазами смотрит вокруг. Ну и, конечно, для Леона было классным поездка в Литву, потому что он мог познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами, со своими тетями и дядями, со своими бабушкой и дедушкой. И также он смог наконец-то услышать других людей, разговаривающих по-русски, не только меня, потому что здесь только я с ним говорю по-русски, а все остальные говорят на голландском языке. Так вот, было классно, и он научился несколько слов на русском языке. Леон научился сказать «пока-пока». Леон, скажи «пока-пока». Пока. Пока-пока. Пока-пока. Ну вот и все, что я хотела рассказать вам о нашем отпуске. Что вы думаете о таком отдыхе? Хотели бы вы тоже такого отдыха, такого отпуска, отдыха от информации, от телевизора, интернета? Или вам показался такой отдых очень скучным? Куда вы обычно ездите отдыхать? Вы ездите в теплые края? Или вы отдыхаете в своем городе, просто у себя дома на диване? Мне будет интересно узнать. Пишите в комментариях. Ну, а на сегодня это все. Пока-пока. Я скажу пока-пока. До следующей пятницы. Пока-пока. Ну скажи пока-пока. Пока-пока.